Привет, меня зовут Вадим Иванов, и сегодня я расскажу, как создать свою ИИ-модель. Вы по-любому видели кучу вот этих вот видосов, вам 100% это все попадалось, где какие-то девушки там или даже парни, например, очень красивой внешности, очень необычной внешности, танцуют, ведут свои блоги, и даже далеко не все люди понимают, что на самом деле этих персонажей, этих блогеров не существует. Они полностью с нуля сгенерированы в нейросетях. У меня тоже есть мой и блогер, аккаунты, который я веду. За 1,5 месяца она у меня набрала 90 миллионов просмотров, даже больше, чем уже 90 миллионов просмотров, и суммарно более 70 тысяч подписчиков во всех соцсетях. И сегодня я хочу вам показать, как сделать самому такого ИИ-блогера. Вы можете делать с ним абсолютно все, что угодно. Помещать его в любые локации, в любую одежду, делать ему любой макияж, любые фотосессии. Вы даже можете взять, просто сделать Вот так в пару криков, и все, ваш блогер вещает вот здесь вот вместо вас. прикольно же. Также я составил для вас бесплатный гайд по созданию ИИ-блогера, который вы можете найти у меня в телеграм-канале. Ссылка будет в описании под этим роликом и где-то вот здесь вот на экране, пока точно не знаю, куда я ее поставлю. А пока что давайте создадим нашего блогера. Итак, самое сложное в создании ИИ-модели — это определиться с ее внешним видом, потому что нужно сделать что-то уникальное, что-то цепляющее, чтобы люди видели нашего блогера, и он сразу цеплял их взгляд даже просто хотя бы своим внешним видом. Раньше заходили и вполне такие обычные и модели, но сейчас уже в эпоху всяких Витилиго и тому подобное, они заходят, но намного тяжелее, чем это было буквально там даже месяца 4 назад. Поэтому нужно придумать что-то уникальное и что-то интересное. Например, я сейчас просто вам для наглядности хочу создать девушку-азиатку. Эта девушка болеет альбинизмом, то есть она альбинос. У нее, естественно, белые волосы, белые ресницы, белые брови, кожа тоже у нее белая. И на лице я хочу ей сделать родимое пятно на половину лица, чтобы была какая-то там у нее фишка. Как я это делаю? Я просто иду на Pinterest и ищу плюс-минус внешность азиатской девушки, которая мне нравится. Листаю, и, к примеру, вот мне нравится вот эта вот внешность. Я беру просто, сохраняю эту картинку, и далее я иду уже в нейросети. Работаю я обычно на платформе Syntax, она в себе объединяет более 100, наверное, нейросетей. Здесь есть абсолютно все нужные нейросети для как раз создания и моделей, и не только, здесь практически для всего есть все нужные нейросети. Поэтому я иду во вкладку «Дизайн», выбираю Nano Banana Pro, модель Banana Pro. Формат давайте я здесь поставлю 3:4, и качество я выберу 2К. И далее наша задача написать промпт. Я это уже сделал заранее до съемок этого ролика, просто чтобы не тянуть время и не делать это все в прямом эфире. Промпт я вам оставлю в своем гайде, который находится у меня в телеграм-канале по ссылке в описании к этому видео. Промпт вы можете написать как сами, так и с помощью чата GPT, но именно для Nano Banana я предпочитаю писать промпт сам, потому что это не та нейросеть, которая требует каких-то сложных промптов. Ей можно написать вот обычным языком, на котором мы разговариваем, она все поймет и все сделает. Поэтому я пишу обычно все промпты сам, чат GPT для генерации в Nano Banana я не использую. Вообще, вам не обязательно идти в Nano Banana, вы можете пойти в Midjourney, например. Просто именно фишка Nano Banana в том, что она делает гиперреалистичные изображения. Если вы будете генерировать какого-нибудь Midjourney условно, он создает более такие эстетично-художественные какие-то изображения, но это не пахнет каким-то реализмом. А Nano Banana — это именно прям вот реализм, прям жесткий такой реализм, как будто это реальная девушка, ее реальное селфи условно. Мне как раз плюс-минус вот селфи и надо. В общем, я написал промпт, не буду вам здесь его зачитывать. Обязательно в промпте описывайте внешность своей девушки. Обязательно прописывайте, что, к примеру, естественное освещение. Плюс самая обязательная часть промпта — это то, что вы обязательно должны прописать. К примеру, вот у меня здесь написано: реалистичная текстура кожи, видны поры, микрорельеф, неровности, естественно, неоднородность тона, легкий живой блеск, реалистичные мимические морщинки и складки, без бьюти-фильтров, без пластика и без сглаживания, без чрезмерной ретуши. Вообще, Nano Banana, как правило, и сама делает реалистично, но я советую все-таки прописывать вот эту вот деталь, чтобы кожа и внешний вид женщины
выглядели супер реалистично. Можете также указать, что не должно быть вот этой вот симметрии и должна быть какая-то легкая асимметрия, потому что еще один признак нейросетей заключается в том, что они делают лица, например, слишком симметричными, а мы все-таки, никто из нас полностью не симметричен. Можете также как раз указать еще и вот это. Поэтому я написал промпт, он у вас будет, вы можете просто мой промпт заменить под себя и прикрепил еще как раз вот эту вот фотографию, которую я скачал с Pinterest, чтобы нейросеть плюс-минус понимала, какие черты лица должны быть у моей модели. И вот что у меня, собственно, получилось. Вот такая вот модель. Можем посмотреть здесь супер реалистичная текстура кожи, видны поры, какие-то морщинки вот здесь вот небольшие, прям очень маленькие. Брови не особо аккуратные, не уложенные, ресницы. В общем, выглядит это все очень хорошо. Меня для примера эта модель полностью устроила. Я эту фотографию просто сохраняю. Именно это изображение я далее и буду использовать для своих последующих генераций, для генерации постов, для генерации видео и для генерации всего остального контента именно с участием вот этой вот модели. Ну вот и все, наш блогер создан. Также напоминаю, что в моем телеграм-канале вы можете забрать бесплатную инструкцию, как сделать блогера. Там я еще раз по шагам полностью все прописал, все рассказал, как, где и что, и также дал промпт, который я использовал. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, это видео было вам полезно и интересно. Не забывайте ставить палец вверх и подписываться на канал. Всем пока!